Друзья, я приехала в сафари-парк Берген, который находится в Нидерландах. Это огромнейшая территория с животными. Есть вот отдельно сафари, а есть отдельно зоопарк. И ты можешь, естественно, приехать. Билеты стоят где-то 26 евро. Можно там по скидкам тоже брать, в зависимости, как получится. Да, не забудьте подписываться на мой канал. Больше интересных видео про поездки и путешествия по Европе. Ой, нас встречает львица на старой машине. Смотрите, какой большой. И они абсолютно не реагируют на камеру, на машины. Я не знаю, то ли они уже так привыкли. Короче, лежит себе, жует свою жвачку. Принимает душ. Еще, когда ты въезжаешь в парк, то можно увидеть таблички, то есть на каждом отсеке какое где животное расположено, то есть и кого ты можешь увидеть на этой территории. Антилопы отдыхают под деревьями. Смотрите, какое красивое животное. Мне кажется, это вьетнамская антилопа, как-то так было написано. У них есть вон кормушки рядом, они кушают и жуют прямо так усердно, так можно даже сказать. О, какой красавчик. У них такие сильные скулы, потому что тоже сильные жевательные рефлекс. Парк был открыт еще в 1968 году и стал очень сильно популярным сразу же, потому что это было как что-то новое, как инновации, где можно было увидеть тоже животных. Естественно, их было не так много, как сейчас, но все равно было интересно для людей. Потом какое-то время он перестал быть настолько популярным, и даже думали, что он пойдет в банкротство, что он станет банкротом. Но потом выкупила его частная компания, которая до сих пор его держит, и поэтому парк, конечно, сейчас процветает по полной. Стрёмненько, когда он близко подходит. Кажется, что Джоан Роулинг для Гарри Поттера, когда придумала этого гиппогрифа, скорее всего, взяла идею со страусов. А еще интересный факт, что здесь находится, вот в сафари и в самом зоопарке, находится около 1200 животных. И где-то 150 разных видов этих животных. Вообще круто. Разлеглись два красавчика прямо перед дорогой. На дороге перед машиной. Этот второй, который лежит так с откинутой головой, такое чувство, что он все откинулся.
Это вход на территорию уже зоопарка. Такой вот слоник. Сейчас мы направляемся в сам зоопарк посмотреть животных поближе. Детей очень много. Кстати, этот сафари-парк и зоопарк, он самый большой на территории Бенилюкса. Его размер 120 гектаров. С пешей территории, кстати, львов даже лучше видно. Вот, смотрите. Красавчик. Кстати, мне кажется, что львы — это самые скучные животные в зоопарке, когда ты смотришь, потому что все, что они делают, в основном просто лежат, там загорают где-то и все. И изредка так лениво переворачиваются. Но с другой стороны, это лучше, чем если бы они бы нападали на тебя. Это вот газельки африканские. Какая-то птица. Даже не знаю, кто это. Вот, эта птица носорог. Кстати, кроме пешего тура и тура на машине и на автобусе, ты можешь взять еще лодочку. Вот. Здесь есть каналы, и тебе тоже сделают путешествие. Носороги чилят. О, попка пошла. Целая стая. О, красавчики. Фламинго могут улететь, поэтому здесь вот есть вот такая вот сетка вокруг. Получается, они ограничены по перелетам. Тоже хочу сказать, что особенность этого парка или зоопарка в том, что ты не можешь близко подойти к животным, а они находятся на расстоянии. Я, допустим, помню, когда была в Крыму, тоже в зоопарке, то там животные прямо как-то на расстоянии вытянутой руки. А здесь нет, то есть ты наблюдаешь за ними издалека. Ищут блошек друг у друга. Еще, кстати, шимпанзе намного опаснее, чем гориллы. То есть, если ты зайдешь на территорию шимпанзе, они сразу же начнут на тебя нападать. А горилла нет. Она тебе будет давать сначала сигналы, что это опасно, а потом только будет нападать. Какой красивый лежит здесь. Большой. А тут он пасть открыл. Хочет кушать, да? Глаз у него тоже вот есть такой рептилий. Красавчик. Знаете, какой меня еще вопрос волновал? Допустим, вот о львах. Львы живут в основном-то в Африке, а здесь зимой вот холодно, да, и как они это все проживают. А тут, оказывается, у них есть территория снаружи, есть территория внутри. И вот зимой, то есть днем холодно, а вечером они делают тепло внутри, а летом наоборот. То есть получается днем тепло, а вечером прохладно. То есть они создают такое ощущение Африки для них.
Бегемотики, большие животики или попки. А еще интересный факт в том, что все животные, которые сейчас находятся в сафари-парке или там в зоопарке, да, как можно сказать, они выведены уже в неволе. Единственное животные, которые могут, скажем так, которые испытывали дикую жизнь, должны были быть до 1990 года, то есть выловлены. После этого есть Европейская ассоциация животных, и из-за этого теперь запрет на вылавливание всех животных в дикой природе. И получается, что в какой-то там каждой части Европы есть определенная организация, которая ответственна за размножение того или иного вида животных. Допустим, слонов как-то разводят в Германии. Окапи. Конго. Из Конго, с Африки. Жирафки, Нубиан жираф. Вот, тоже с Африки. Вот они, красавчики такие, высокие. А еще животных нельзя здесь кормить, потому что они здесь питаются определенной диетой, которая не содержит очень много сахара. Они следят очень сильно за питанием для животных, чтобы их здоровье было тоже в норме. Поэтому те продукты, допустим, которые можно купить в супермаркете, не всегда подходят. А шимпанзе, я знаю, что даже один раз в неделю они кормят яйцами для того, чтобы дать им тоже протеин. Только пришли поесть, и тут, короче, вот уже прилетел наглый птиц. Нет. А вот еще слоники. Ничего, только зад мордой ко мне. Интересные факты про слонов, что у слонов матриархат, то есть самка глава стаи, и самая старая самка ведет, в принципе, стаю. Она всегда знает, где находится вода, и все остальные ее фоловят. А самцы, они уходят в 12 лет от своей мамы жить отдельно с другими самцами. Вот. Мангусты, такие вот красавицы, красавчики. И большой свин. Даже две свиньи. Они ищут всяких жучков. Почти все животные привезены из Африки, из разных частей Африки. И это так интересно. Многие виды я даже не видела, даже никогда не встречала. Прогулка по сафари и машиной, и пешком где-то заняло это все 7 часов. Вот. Но этого, в принципе, достаточно. Парк очень крутой, поэтому советую всем, у кого есть возможность, обязательно сюда приехать и увидеть этих всех невероятных животных и получить крутое удовольствие.